Летом используем на уборке, как перегрузчик, а осенью на посеве озимых и весной на подкормке озимых прикорневой. Ну вот, в принципе, пока на сегодняшний день, за тот период, который они у нас есть, вот эти операции мы проводили. Ну, скажем, более оперативно у нас стало, нет простоя, подбор машин, ток, поле ток, более можно просчитать и рассчитать, какое количество машин потребно для этого, потому что не считаем уже машины, которые нужны для комбайнов. Машины считаем, которые нужны для бункеров, для перевоза. Вот. Просто стало легче просчитывать это все, эту операцию, и легче работать. Ну, соответственно, с использованием бункеров у нас уменьшилось количество машин, задействованных в уборке. Соответственно, снизились затраты на количество машин в нашем хозяйстве. Ну, при использовании бункеров на посеве озимых раньше мы затрачивали времени через штатную загрузку бункеров, сеялок сетей 4000 Greenplace. Уходило у нас от 40 до часу на полную загрузку. На сегодняшний день при использовании бункеров у нас уходит времени, ну, скажем, при полной загрузке с подъездами и отъездами, ну, где-то 10-15 минут. Время высева посевного материала где-то уходит час 20, ну, в зависимости от нормы посева. При штатном использовании загрузки Replace момент загрузки и высева ее был равен. Ага. На сегодняшний день мы поменяли это, сократили, понятно, 4 раза сократили время простоя, перевели его в время посева. Ну, весной, как вы видите сейчас, мы используем бункер-перегрузчик для засыпки также посевного комплекса Greenplace. Используем при корневую подкормку озимой пшеницы. Тот же самый, в принципе, тот же самый процесс, что и при посеве озимых культур, только лишь без посевного материала. Также самое мы добиваемся сокращения времени при загрузке использования бункеров. На сегодняшний день при использовании бункеров мы ушли, раньше мы подвоз до сеялок производили автомобильный КАМАЗ и засыпали через заслонки насыпом. Ну, тот же самый процесс, который через штатную систему загрузки сеялки, ну, время опять же. И на сегодняшний день, если у нас работает сегодня 4 комплекса посевных, то раньше надо было 4 автомобиля иметь под каждую сеялку, чтобы был свой автомобиль. То на сегодняшний день мы ставим 2 машины на подвоз селитры, вполне справляется, даже если по-нормальному и одну единицу хватит для подвоза. Мы используем 2, чтобы реже ездить, отрывать людей для загрузки машин, более время, чтобы они отдыхали, свободное время было больше у людей. Ну, прошлый год мы использовали, у нас было 15 комбайнов, использовали 2 бункера перегрузчика, делали 2 звена, по 3 комбайна на 1 перегрузчик. И в этом году мы уже вышли, посмотрев на результат, то, что у нас был проведен в прошлом году на уборке. В этом году у нас уже на каждый 3-й комбайн есть бункер. Так что 5 бункеров у нас на 15 комбайнов. В прошлом году взяли пробный бункер для использования на уборке. Просто много
много раз нам говорили за него, но мы не решались. Ну, прошлый год мы все-таки согласились взять. Не верили мы тому, что будет получаться. Ну, скажем, взяли, попробовали. И, скажем, мы в июне взяли и зимой закупили еще. Значит, мы сразу поняли, с одного процесса мы поняли, что это выгодно. И на минуту не жалеем, что приобрели бункера. Думаю, что останавливаться не будем. Будем расширяться, будем приобретать и продолжать работать в этом направлении.